4-летняя Тайсли Роуз учится дрессировать питбулей и командовать ими. У мамы Тайсли есть 6 питбулей, которые, как она клянется, хорошо себя ведут, но это никак не уменьшило ее тревогу, когда она поняла, что оставила своего маленького ребенка одного со всей стаей. То, что произошло дальше, поразило всех. Миссис Роуз была признанным собаководом из-за своей домашней жизни. В детстве у нее не было строгих планов на будущее, за исключением того факта, что она всегда знала, что хочет развосить собак, правосать собак во множество в числе раз понравилось хотя с этим сефтангом с воспитанга кукка с этой собак, где бы она могла перехать свою страсть к животью своим сетям, как у любого любителя собак. У мисс Роуз было несколько любимых пород. Когда пришло время выбирать, кого усыновить, она особенно любила крупных умных собак, что в конечном итоге привело к тому, что у нее появилось 6 детенышей питбулей. Сейчас питбулей часто вспоминают в первую очередь из-за их потенциальной агрессии. К сожалению, именно такая репутация обычно предшествует им, потому что возможность импульсивности и напористости в поведении этой собаки порождает множество людей, которые предпочитают не усыновлять их. Мисс Роуз, однако, всю свою жизнь провела рядом с собаками и знала, что лучше не придерживаться стереотипов. Она уважает разумных существ и знала, что при правильном уходе она сможет приучить этих собак быть послушными и ненасильственными. Она была готова дрессировать их с самого раннего возраста, чтобы добиться наилучших результатов в их поведении. Но была одна вещь, которой мисс Роуз не ожидала, что родит ребенка прямо в разгар дрессировки не одного, а 6 питбулей. Тайсли Роуз родилась у любящей и решительной матери. У Тайсли не было старших братьев и сестер, если не считать 6 крупных собак. То есть с самого начала мисс Роуз демонстрировала хорошее поведение рядом с собаками, чтобы ее ребенок рос, видя, как она должна взаимодействовать с ними. Она медленно знакомила своего ребенка с собаками, позволяя обеим сторонам привыкнуть друг к другу. Собаки учатся быть нежными и ждать, когда к ним подойдут, а Тесли научилась быть прямой и ясной в своих действиях. Мисс Роуз не только научила своих маленьких собак, как вести себя с ее дочерью, но и научила свою дочь, как вести себя с другими собаками, веди себя с ними прилично. Учитывая, насколько тщательно и вдумчиво мисс Роуз относилась к воспитанию своей семьи, неудивительно, что Тесли выросла и чувствовала себя так комфортно рядом с этими крупными собаками. К тому времени, когда Тесли исполнилось 4 года, она уже демонстрировала исключительную компетентность в обращении с собаками, как один из их владельцев. Однажды вечером, когда мисс Роуз была занята, заканчивая какую-то работу в своей комнате, а Тейсли решила покормить собак, весь дом был потрясен тем, что произошло дальше, по крайней мере. Мисс Роуз ничего особенного не заметила. Когда ее дочь пошла на кухню, она услышала какой-то шорох и предположила, что ее дочь просто готовит себе что-нибудь перекусить. С нетерпением ожидая ее ужина, вы видите, что на кухне был предусмотрен выдвижной ящик, полный питательных продуктов для Тасли. Выдвижной ящик был расположен низко, чтобы ребенок мог дотянуться до него. Но был еще один выдвижной ящик, достаточно низкий, чтобы Тайсли могла дотянуться до него со всем собачьим кормом и лакомствами. Когда Тесли открыла розыгрыш, собака медленно просочилась на кухню, несмотря на правила, согласно которому они воздерживались от этого до тех пор, пока люди Эдема в конце концов не собрали всех 6 питбулей на кухне, уставившись на 4-летнюю девочку. Шурша их едой, мисс Роуз мало что знала, но сама Пейсли не была голодна. Это собаки, казалось, нуждались в еде, согласно «это маленькая Тасли», поэтому она взяла на себя обязанность покормить их, подражая языку тела и тону голоса своей матери, разговаривающей с животными со своего рабочего места. Мисс Роуз услышала, как ее дочь скомандовала сидеть, поэтому она бросила все
и быстро побежала на кухню посмотреть, что происходит. То, что она увидела, когда добралась туда, сбило ее с толку. Почему собаки были на кухне перед ужином, плохо ли вели себя собаки, теряла ли Тейсли контроль в отсутствие матери, к счастью для семьи Роуз, этого не произошло. Мисс Роуз вошла на кухню и увидела, как ее дочь выкладывает собачий корм на стойку в окружении 6 питбулей. Мисс Роуз заколебалась, поскольку ее знания, язык тела и поведение животных заставили ее заподозрить, что собакам не причинили никакого вреда. Они старались быть как можно ближе к Тасли, что действовало на нервы, но также, очевидно, мотивировалось тем, что сама Тасли казалась спокойной и уверенной в себе, поэтому мисс Роуз позволила ей продолжать наблюдение. Мисс Роуз решила, что сейчас неподходящее время вмешиваться. Вместо этого она достала свой телефон и начала записывать.